Привет, мои дорогие. Ну что, поехали по новостям. Ну и сегодня санкции, которые ввели против России, чем они там чреваты для России. Я смотрю по настроению Кремля абсолютно ничем, и по рынку также. Но по нефтяному рынку они больше всего боялись. Если там зацепит, то обвалит весь остальной рынок. Конечно, они договорились со всеми, с кем нужно, для того, чтобы этого не было. Чуть цена скакнула и так дальше. Но там последствия будут, я вам прочитаю. Особенно завод Volkswagen очень показывает свои последствия против Китая, когда они ввели санкции, а голландцы отжали у них их фирму непосредственно. Китай тоже уже вводит санкции против, но он делает это похитрее, также пользуется словами про мир. Херсон у нас карантинный остров уже взяла Россия, но, конечно же, что Министерство обороны Украины этого не подтвердит. Ну и что у нас с станциями, про активами России, которая находится там, опять Брюссель, я имею в виду Брюссель как Бельгия, не хотят отдавать, потому что я примерно понимаю, по какой причине. Потому что это, наверное, стоимость всей Бельгии, мне так кажется. Ну, это я так, знаете, утрирую, но все же. Поехали, сейчас я вам покажу, что происходит вот на том острове карантинном. Российские СМИ со ссылкой на Минобороны России пишут о захвате вот этого вот островочка карантинного, что южнее Херсона в результате форсирования Днепра. Заявлено, что украинские войска безуспешно пытались его отбить. Публикуются кадры, как утверждается, контроля над островом. Я вам покажу это видео. Сейчас я вам просто прочитаю, а дальше уже посмотрите видео. ВСУ, конечно же, опровергает захват России Херсона и присутствие армии России на правом берегу. При этом остров карантинный находится между берегами и связан мостом с Херсоном. Он является частью гидропарка. Тем временем Россия публикует видео новых ударов по мосту, через который есть связь с микрорайоном этим. Связывается остальная часть Херсона. Хорошо, посмотрим сейчас видео, дорогие мои, и там уже потом это все обсудим. Ну вот они там что-то обсуждают, потому что это, судя по всему, нельзя. Ну вот. Клин, готово, взяли точку. Держим. Я забыл включить микрофон. Хочу сказать, пока идут эти кадры без звука, что есть такое понятие, как киллзон, она расширяется. И там уже неважно, там река, не река, уже легче форсировать скиллзон. То есть они ее расширяют, сейчас я знаю, там до 57 километров даже расширяется эта киллзона. Так что я тут, в принципе, не удивлен. Сейчас с развитиями технологий, и также подтверждают и другие, я вам тоже покажу это, что с помощью киллзоны можно запросто уже форсировать там реки. То есть там дроны уже следят, все, что живое подходит в этом радиусе, все там умирает. Ну, понятно, что там есть свой-чужой. Вот висит российский флаг на этом острове. Конечно, остров выглядит не супер привлекательно, но все же, дорогие мои. Сейчас идем дальше, Днепропетровское направление. Это я все читаю к тому, что, дорогие мои, санкции, не санкции, они как-то до одного места, потому что все, и, как говорит Россия, нужно отталкиваться от того, что происходит на фронте. На Днепропетровском направлении российские войска захватили населенный пункт Павловка. Также фиксируется продвижение войск России у Новониколаевки и Охотничьего. ВСУ пытается контратаковать из Арестополя, но пока безрезультатно. Санкции, не санкции, играет Трамп или не играет. Давайте так я скажу, что вот это была последняя капля веры Трампу. Больше уже веры ему нет. Что бы он ни говорил, это все просто болтовня бесполезная. Вот, пожалуйста, и рассказывает 57-й офицер бригады. Она сообщает, что киллзона расширяется. В районе Волчанска, южно-слобожанского направления армия России расширяет киллзону, в которой поражается все, что двигается, сообщила офицер 57-й бригады Руслана Богдан. Если еще 3 месяца назад мы могли заезжать в отдельные населенные пункты, то теперь эти места уже под постоянными ударами. Мы там действуем с максимальной осторожностью, говорит Богдан. Хочу
вам сказать о том, что такое киллзона, потому что многие подписчики даже не знают. Это зона, которая отслеживается там дронами-разведчиками, радарами, и там работает как раз FPV и артиллерия, то есть там операторы FPV и артиллерии. Если кого-то видят, сразу же наводка и там сразу же умирает. Ну, потому что в штабе на мониторах видно просто каждую букашку. Вот висят там они наверху, там не видно их, да, взглядом эти разведчики, и просто сканируют полностью все, вне зависимости какая погода. Поэтому, дорогие мои, там как раз технологии уже хорошо расширены. И понимая, что вот эта вот киллзона идет вот таким вот кругом, да, они так, обычно этой киллзоной они захватывают города, там, поселки и так далее. То есть они расширяют киллзону на дорогу, через которую идет снабжение, перерезают ее, и все, и начинают брать, зажимать в кольцо. То есть никто не выйти, не зайти, ничего не может. А те, кто там сидят, они как мыши сидят, пока не сдадутся. Тоже показывали же кадры, да, как в центре Купинска уже сдаются. Когда дроны подлетают, чтобы не погибнуть, они сдаются. Ну и вот наша любимая Бельгия, которая никак не может принять решение, будет она или не будет отдавать эти миллиарды. Скажу вам, что тут ирония некая, знаете, что за российские деньги вот этих вот замороженных активов хотят воевать против России. Понимаете? Ну, кому-то потом придется за это отвечать. И Бельгия, как самый, там, по-моему, 104 миллиарда у нее лежит. Самый основной хранитель этих активов. Поехали. Бельгия угрожает заблокировать план ЕС по использованию замороженных российских активов, пишет Bloomberg. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, или Вивер, я не знаю, как правильно, заявил, что не поддерживает инициативу ЕС по использованию замороженных российских активов, если страны не согласятся разделить риски в случае возможных претензий со стороны Москвы. Перевожу на русский язык. В случае, если Россия победит, кто будет отдавать? То есть одна Бельгия не хочет отдавать, у них нет столько денег, чтобы отдавать. У них лежат вот эти деньги России, которые России, и все там типа отлично, если Россия не победит. А что будет в случае, если Россия победит? Вот те страны, которые примут участие в ответственности за это, будут отдавать эти деньги вместе с Бельгией. Вот чего добивается Бельгия. Потому что они прекрасно понимают, что все может пойти не по тому сценарию, не по тому, который Зеленский им чертит постоянно. Речь идет о плане направить прибыль от российских активов на сумму 140 миллиардов Украине, евро. Большая часть этих средств хранится в брюссельском банке Евроклин. Клир, точнее. Так что, дорогие мои, я их прекрасно понимаю, что после окончания войны кому-то придется это делать, потому что будут там суды, пересуды и так далее. И даже там, не глядя на санкции, начнутся какие-то, и Бельгия, понимаете, когда заканчивается война, ответственность на кого-то должна за эту войну упасть. Так что, думаю, там достаточно этой ответственности. Ну и, конечно же, Медведев прокомментировал все, что говорил Трамп. Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что военный конфликт в Украине перешел под личную ответственность Дональда Трампа, назвав его действия актом против России. Отмена Трампом саммита в Будапеште, новые санкции против нашей страны со стороны США. Что еще? Будет новое оружие, кроме пресловутых томагавков? США наш противник, а их разговорчивый миротворец теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена. Принятые решения – это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой, написал Медведев, дорогие мои. Так что, я знаю, он никогда не промолчит по этому поводу, но в любом случае тут нужно уже принимать реальность и действительность такой, какая она и есть, потому что обижаться на кого-то, не обижаться, нужно это было предусматривать. Уверен, что руководство России предусмотрело это. Ну и у поляков есть хороший подарок для украинцев, как заявляет бывший премьер Польши Миллер. У нас в Польше есть одно оружие, которое мы можем подарить Украине. Это украинцы призывного возраста. Дорогие мои, хочу сказать, что Украина ежегодно посылает от 700 до 2000 запросов на экстрадицию. По разным там причинам.
И хочу сказать, что Испания не отдает тех, кто уклонился от мобилизации. Я знаком со всеми делами экстрадиции в Испании. Где-то на момент, когда у меня вот это вот все произошло, было 69. За 25 год Испания отдала, было 3 уголовных дела, не уголовных, а 3 дела на экстрадицию, она отдала 2, третьего не отдала. Это все украинцев. Значит, а первого украинца они отдали за то, что он подпалил машину. Такие Испании не нужны. Второй украинец торговал наркотиками. Такие точно Испании не нужны, они отдали. А третьего как раз за мобилизацию, и его Испания не отдала. И еще куча дел плавает здесь по Испании, но понятно, что большая часть их, конечно же, политическая. И по политическим статьям никого не отдала она, включая того же Толика Шария. Она не отдала. Еще есть другие люди, и имена, фамилии которых мы не знаем. Тот же Гладковский здесь сидит, которого они принимали. Процедуры длинные, длиннючие. Ну, я как-то, когда суд выиграем, а мы его выиграем обязательно, я вам расскажу все более подробно и в деталях. А те ухилянты, которые там носятся по Европе галопом, я хочу сказать, что в один момент они вас просто возьмут за жопу и отвезут в Украину. Особенно Польша. Польша будет первая. Вот они прямо в открытую это говорят. Испания не отдаст. Но в Испании ничего не делать не получится. Это раз. Пособий в Испании нет, это 2. Есть какие-то для там семей с детьми маленькими, но это вообще ни о чем. Условия, хочешь жить в Испании, надо работать. Все, крутиться, работать, она тебе даст все для этого. Вперед, сиди здесь, живи, но работай. Работай, небольшие зарплаты, не космические, но работать надо. Шаровиков отправить сразу же, поверьте мне. Ну и сегодня произошел теракт в Луганске. Прохожий пнул колонку с украинской музыкой и лишился ноги. То есть вот эти колоночки типа JBL ставят сейчас уже с... Там еще ранение женщина получила, которая проходила мимо. И вот эти вот колоночки JBL уже заряжают чем-то. Ну, придурки какие-то. Вот эти вот, знаете, славики пробитые, которые... Я уверен, что его отследят, этого славика. Уверен, что его оденут на кукан по-любому. Потому что колонка сама там не могла нарисоваться. Вот оно поставило, где-то удаленно же музыку как-то она включила. Вот, поэтому по-любому его отследят. Но он радуется и хихикает, что он там подполье, понимаете. Ну и сейчас я вам поставлю Марию Захарову, которая также прокомментировала действия Трампа. Ну, как говорится, от лица МИДа России. Слушаем. Министерство иностранных дел России со своей стороны открыто к продолжению контактов по линии Госдепартамента США в исполнении тех самых пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшейся 16 октября телефонной беседы президентов России и Соединенных Штатов Америки. Целью видится конкретизация дальнейших параметров российско-американского диалога как по различным аспектам двусторонних отношений, так и по дальнейшим совместным шагам на треке украинского урегулирования. Мы исходим из того, что в Вашингтоне продолжат делиться с нами своими соображениями и мотивами в отношении предпринимаемых, в том числе публичной плоскости шагов. Ну, если кто не понял, я переведу, что Россия не закрывает двери для контактов по мирным переговорам. Так что, дорогие мои, это на самом деле очень мужественный поступок, потому что, зная там Зеленского и украинскую сторону, они там сразу же и обзываются, и еще даже у них есть фабрика вот этих рисующих всякие там дерьмовые видосики и так далее. Представитель МИД КНР Гоу Цзянкун, я уже снимал видео по поводу того, что не бойтесь, у нас есть хороший партнер, это Китай, да, также там Иран, Белоруссия и Северная Корея. Вот сейчас там украинский, прозеленские, я скажу, проукраинские это нормальные люди, а прозеленские это Северная Корея, да-да-да. Сейчас Украина хуже Северной Кореи, намного хуже. Заявил, что Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН.
Go осудил санкции Евросоюза, в которые были включены китайские компании, отметив, что Пекин решительно недоволен и призвал Брюссель перестать делать из Китая проблему. Китай бы, я вам скажу, что с китайской стороны идут ответы намного хитрее, чем европейские. Китайцы, как я и говорил, пользуются вот этими словами про мир и используют их для того, чтобы накладывать какие-то запреты на редкоземельные металлы и магниты. И магниты для европейцев. И у Volkswagen с этим огромные сейчас проблемы, дорогие мои. Поехали дальше. Опять мы переходим на фронт. Лиманское направление. Российские войска продвинулись у Новоселовки и Ставков, заняв несколько опорных пунктов сил обороны Украины. Просто те там засиделись, наверное, и, как знаете, плохие жители в плохом состоянии оставили квартиру. Их там, давайте уходим отсюда. Также фиксируется продвижение в сторону Масляковки. Российские силы на пути к населенному пункту закрепились на 2 отрезках леса. Все идет хорошо. Чем больше будет явный захват Покровска, именно Покровска, не Купинска. Купинск там уже все решено в любом случае. А именно Покровска, тем больше вы увидите санкций, криков того же Трампа. Он думал, что он скажет, давайте заморозимся на линии фронта. То есть еще там же она через Покровск проходит. И Путин скажет, да, окей. И давайте будем работать в этом направлении. Но нет. Путин продолжает дальше захватывать эту Покровскую агломерацию. И она будет в конце концов захвачена, дорогие мои. Ну и вот Европа, которая воюет с Китаем. Поехали. Volkswagen приостанавливает работу своих ключевых заводов в Германии из-за перебоя с поставками чипов от Nexperia. Nexperia это компания китайская, которая имела завод, имела в прошедшем времени, потому что его захватили голландцы. И у нее есть также дочка, которая находится в Китае. И они оттуда, из Китая, отправляют какие-то там определенные чипы для того, чтобы уже в Европе их собирали и продавали. Понимаете? Так что они думали, они захватят вообще все производство голландцы, но нет, они захватили просто одну из цепей производства, потому что Китай, наверное, к этому был готов, что на случай захвата, чтобы они не имели ничего контролирующего. Nexperia захватила под контроль правительство Нидерландов по соображениям безопасности технологий. Нет, это тупорылый отжим. В ответ Китай запретил экспорт ее компонентов. Volkswagen Group переживает непростые времена и без экономических пиратов. Имеется в виду без таких голландцев. За 2024 год операционная прибыль компании снизилась на 15% по сравнению с предыдущим годом. В первом квартале 2025 года рентабельность составила всего лишь 0,5%. Производить автомобили непосредственно в Германии дорого. Высокая стоимость энергии и рабочей силы делает местные заводы убыточными. Поэтому Volkswagen постепенно сокращает производство в стране, планирует закрыть некоторые заводы и переносить часть мощностей в страны Восточной Европы и США. Имеется в виду в Словакию, в Чехию, там у них большие заводы на самом деле. Чтобы снизить расходы и обойти тарифы. Имеется в виду американский. Компания делает ставку на электромобили, но продажи в Европе не очень активны. А на китайском рынке Volkswagen уже проигрывает BYD, NIO, Xiaomi и Geely. Чтобы удержаться, концерн снижает цены на модели ID3 и ID4. Запускает совместный бренд с китайской XPeng для локальных моделей и обещает выпустить новый электрогольф аж в 2027 году, дорогие мои. Так что Китай не сидит без дела. Китай отвечает им всячески, такой, как это любят, мягкой силой. И вот про цены на нефть после того, что произошло. Цены на нефть резко возросли на фоне сообщения о санкциях против России. Как сообщает Bloomberg, стоимость нефти марки Brent увеличилась на 5%. Рынок отреагировал на угрозу перебоев поставок нефти. Отреагировал бы больше.
Намного, но они к этому готовились. Нефть отскочила от 5-месячного минимума, достигнутого в понедельник, пишет агентство. По данным издания, еще в последние дни своего президентства Байден рассматривал аналогичный шаг, но отказался, опасаясь дестабилизации мирового рынка. Вот что делал Бессент в это время. Они с командой все делали так, чтобы рынок не пошатало. Но у них сейчас окно маленькое для этого, временное. Потому что долго они не смогут сдерживать. То есть российская нефть это много для мирового рынка. И сейчас произойдет интересная вещь, и чудо произойдет. Китай начнет забирать ту нефть, на которую накладывают санкции. Поэтому Китаю сейчас вообще это пофиг, он просто начнет ее забирать. А когда он будет забирать ее у России, то он не будет забирать ее у остальных союзников Америки. То есть он не будет забирать ее там у той же Австралии или у других. Так что, дорогие мои, тут произойдет некий... И вот на вот это вот у них очень маленький временной коридор. Эксперт Совета по международным отношениям Томас Грэм считает, что меры вряд ли приведут к изменениям политики Кремля. Ну да, Кремль же не один. Они забыли одну интересную вещь. В 80-е Россия не особо дружила с Китаем. И Китай как бы был в этом плане не супер зависим от России. Потому что он в 80-е не был настолько огромным, как сейчас. И экономически, и технологически. То есть у них только начиналось это все. И поэтому Россия была, Советский Союз был в одиночку. Плюс весь там перепрошит этими иноагентами и всем остальным, и агентами влиянием. Плюс тот же Горбачев за эту премию Нобелевскую там продал всю страну. То сейчас нет, конечно. Путин наладил все мосты и пытался налаживать мосты с Западом. Получилось там с частью Европы, Австрии и другими. Вот как вот с Бельгией. Бельгия, которая обещала, что будут там нормальные деньги храниться. Но, как видите, не сдержала свои обещания, но при этом как-то так пытается и понимает прекрасно, что когда война закончится, с них будет спрос. И она просит, чтобы они разделили этот спрос. Если Белый дом думает, что это радикально изменит поведение Путина, они обманывают себя. Санкции действуют медленно, а Кремль хорошо умеет их обходить. Так что да, у них временный коридор очень маленький. Он не то, что умеет обходить, они умеют заблаговременно подготовиться к каким-то последствиям и событиям. То есть эти тоже же не сидят просто так. Зеленский там ходит, хихает, что типа это его был запрос, чтобы США синхронно с 19-м пакетом санкций европейским ввели эти свои санкции. Но какой результат? Зеленский все время вводит их в заблуждение и за нас одновременно. Всех этих западных, как их сказать, союзников. Ну, это для Украины типа союзников. Объединенный Запад вводит весь за нас, а они, видите, уже там крупнейший завод, огромнейший, Volkswagen, который повыкупал кучу заводов. Тот же Seat был выкуплен, Шкода была выкуплена, а сейчас они все поотлетают от них. Так что, так, дорогие мои, на данный момент у нас пока все по новостям. Ну и, конечно же, я буду собирать новости дальше. По поводу ребенка, операция прошла. Сейчас она восстанавливается, ее из реанимационного отделения перевели в стационар. Сейчас она отходит. Отходит, потому что тяжело, ей тяжело. 6 часов была операция, дорогие мои. Вот. Ну и результат нам скажут. Говорят, что все сделано идеально. Поэтому сейчас, дорогие мои, как раз пусть отойдет. Я не могу на нее сейчас так смотреть без... И на лице написано это вся тяжесть. Когда она улыбается, тогда я понимаю, что с ней все хорошо. Сейчас пока ей не до улыбки, она восстанавливается. Подписываемся, мои дорогие, кто не подписан. И я вас всех обнял.